Всем привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Power Device. В данном видео хочу показать вам, как практически на всех Android-телефонах активировать дополнительные функции при выделении текста. Это будет работать в браузерах на всех сайтах и в большинстве приложений. О чем же идет речь, сейчас покажу. Я беру свой телефон Redmi Note 10 Pro, открываю любой сайт, выделяю любой текст, нажимаю три точки. И у меня есть только два пункта – выбрать все и веб-поиск. А если я на своем втором телефоне также зайду на какой-то сайт, выделяю любой текст, три точки, у меня здесь есть дополнительные возможности. Например, я с легкостью могу озвучить выделенный текст. То же самое можно озвучить и по-русски. Обновление в основном касается улучшений в экосистеме. Также, к примеру, я могу выделить любую часть текста, нажать три точки, записки WPS. Весь этот текст незамедлительно переносится в редактор, где я могу с ним работать. Также выделенный отрывок текста можно перевести на любой язык. Да, я знаю, сейчас кто-то скажет, что браузеры переводят это все автоматически, никакой переводчик не нужен. Но данная функция, которую я вам показываю, будет работать в большинстве приложений. Например, зайдем в ВКонтакте, обратите внимание, что это не сайт, это приложение. Слова и предложения на английском языке или на других языках здесь автоматически не переводятся. Но с этой функцией я могу их выделить и перевести. Также поговорим о новой функции в браузере Chrome – быстрый поиск. И заодно в этом же браузере Chrome, если вы им пользуетесь, отключим сбор статистики. Также отмечу, что при выделении текста какие-то из этих функций у некоторых пользователей уже могут быть. Если каких-то нет, сейчас активируем. Если какие-то есть, сейчас обновим. Итак, как я сказал ранее, на моем Redmi Note 10 Pro этих функций нет. Теперь, чтобы, к примеру, активировать функцию озвучки выделенного текста, нам нужно зайти в Play Market, в поиске пишем специальные возможности и либо устанавливаем это приложение, либо его обновляем. Возвращаюсь на сайт, выделяю любой текст, нажимаю три точки, пункт появляется. Android-приложение Gemini, позволяющее... Все отлично работает. Еще раз обращаю ваше внимание, что эти функции работают практически во всех приложениях. И в том же Play Market я выделяю какой-то текст, все эти функции здесь работают. Только обращайте внимание на то, что в некоторых приложениях и на некоторых сайтах есть страницы, которые не кликабельны, то есть на них нельзя вот так выделять текст. Итак, в то же меню добавляем переводчик. Все просто, Яндекс.Переводчик работает с тем меню. В поиске его и находим. Нажимаем «Установить». Проверяем. Все хорошо работает. Также, к слову, отмечу, если вдруг в вашем Play Market не будет приложения «Специальные возможности», то эту версию приложения я скину в свой телеграм-канал. Там вы и сможете ее скачать. Ссылку оставлю в описании под этим роликом. Просто его обновите. Итак, покажу, как активировать еще одну функцию, потом перейдем к настройкам Chrome. Третья функция, которую здесь можно активировать, это перенести выделенный текст в редактор. Кстати, данная возможность будет полезна тем, кто часто работает с телефоном, кому он нужен по работе. Чтобы активировать третью возможность, в поиске Play Market пишем Office WPC. Устанавливаем это приложение. После установки приложения нужно в него зайти, чтобы дать разрешение. А уже потом, как вы понимаете, можно выделить любой текст в приложении или на сайте. Нажимаем три точки, записка WPC. Выделенный текст быстро переносится, и здесь мы можем с ним работать. Идем далее. Друзья, если вы на своем телефоне пользуетесь браузером Chrome, вот этим, то рекомендую зайти в Play Market, в поиске пишем Google Chrome, нажимаем «Обновить». Далее заходим в браузер, выделяем какой-то текст, и вот здесь снизу у вас должен появляться быстрый поиск для вашего удобства. Если вы выделите конкретно какие-то слова, то в этом поиске как раз таки появятся все предложения по этим словам. Если вдруг у вас эта функция не активна, нажимаем три точки, настройки, сервисы Google. Здесь обязательно отключаем вот эти две галочки, автоматически отправлять в Google статистику и отправлять URL посещенных страниц. Далее внизу нажимаем быстрый поиск и активируем эти галочки.
Друзья, если вдруг вы знаете, как вот в этом меню активировать еще какие-то дополнительные функции, пишите об этом в комментариях. Всем будет интересно. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.